Познакомились мы чисто из-за любопытства. Я все время ходила на работу, и мне было интересно, почему он там сидит. Он у нас сидел под такой интересной березкой и читал книги. Я так размечталась, думаю, наверное, тут сидит, я ему, наверное, понравилась, и он ждет меня, чтобы познакомиться. А так как он только смотрел глазами вслед за мной, я решила познакомиться первая. И как мы обычно мужчину задабривают? Конечно, через желудок. И я его решила угостить конфетами. Это было первый раз. А второй раз я его решила угостить пирожными. Романтичный, не только романтичный, даже очень заботливый, потому что всегда говорит, ты идешь через магазин, значит, давай я тебе подвезу сумку. Какой Дима вообще? Дима? Ой, добрый, заботливый. Например, несмотря на то, что в коляске, я с ним себя чувствую защищенным. То есть вот этот вариант «не бойся, я с тобой», я, наверное, могу сказать как и о нем, вот для него, так и для себя. «Не бойся, я с тобой». Это, наверное, у нас дополнение. Когда ты можешь человеку доверять, это очень хорошо. Говорю, Дима, ты умная, я красивая. Все. Потому что вот если спросить, кто я для Димы, как у нас говорят, сказали на проекте на нашем «Дама сердца». Я в 25 лет познакомилась с парнем, и я ему просто в интернете написала: у тебя такие красивые глаза. И отношения продолжились 5 лет. Да, потом мы, конечно же, расстались, но сейчас такое дружеское осталось. Он звонит, так общаемся, хотелось бы встреч, но не получается. Мой одноклассник, только из-за того, что я училась на дому, я всех одноклассников не знаю, пришлось познакомиться в интернете. Потом смотрели школьный альбом, оказалось, что это мой одноклассник. Вышло забавно. Естественно, и детей хотелось бы, как говорится, хотелось бы деньги зарабатывать, и жену иметь, очень хотелось. Знакомлюсь. Я с интернетом дружу, но мне тяжело писать, бывает. А так знакомлюсь, как говорится. Подруга есть одна, хорошая. Мы с ней гуляем, отличная подруга. Для меня мои романтические отношения были в голове чаще, или в актерах. Я могу сказать, что Киану Ривз и Дензел Вашингтон — это были мои первые влюбленности и оставили такой отпечаток на всю жизнь. До сих пор их люблю, тем более актеры хорошие. А потом, когда я стала выезжать из дома, я, конечно, видела людей, я видела парней. Мне оказалось, что не только актеры красивые и какие-то такие харизматичные бывают, но и другие люди, молодые. Но все это проходило опять же, со стороны. Да, у меня потом, уже поздно были отношения. Как-то пару лет мы встречались и узнавали ближе друг друга в том плане, насколько мы разные. Когда узнали, как-то остались только добрые чувства друг к другу, дружеские. Больше не было. А так, не знаю. Иногда говорю: Господи, хочу, а самой даже стыдно становится, думать, куда ты хочешь, чего ты хочешь. Так чудом повезло. У меня, когда произошла ситуация, что я потеряла мужа, были такие моменты, что мне просто жить не хотелось. Я понимала, что я с этим не справляюсь, что я осталась одна на коляске, у меня 2 детей, дочка в 6 класс пойдет, и сын с эпилепсией, плюс с психическими отклонениями, что это очень тяжелый диагноз, и его надо контролировать 24/7, он может сам себе навредить, и удариться. Я понимала, что я это не вытягиваю. Но, как говорится, слава Богу, что есть люди, которые вытянули меня, можно сказать, с того света. У меня друг был, с которым, мы дружили, с семьей дружили, мы вместе ходили гулять всегда на природу. И этот человек стал мне близким. Он взял на себя ответственность, пока мне было этот период, реабилитации сказать можно, что
плохо, он взял под контроль моих детей, он там где-то им помогал, где-то там, ну, помыться, там, покормиться, еще что-то. Мама, само собой, приезжала, ну, это понятно, что есть. Ну, как бы мы с ним, в принципе, сейчас и живем. К сожалению, на свидание у меня не получается ходить, потому что мое общение, оно сводится к соцсетям. Ничего такого серьезного в моей жизни сейчас не происходит. Да, были моменты, когда я общалась с молодыми людьми, но если они узнавали, что я в инвалидном кресле, они боялись ответственности. Это сложно обсуждать, как с физической, так и с моральной стороны, потому что ну, когда ты смотришь на пару, которая проходит на улице, ты просто смотришь и говоришь, блин, как же я вам завидую. Это не просто объяснить, когда ты в коляске, но в то же время ты хочешь быть здоровой абсолютно, чтобы не зависеть от другого человека. Я могу рассказать, тут у меня как бы жизнь делится на два этапа, до травмы и после травмы. То есть у меня до травмы тоже была девушка, у нас я разбился накануне свадьбы летом, а осенью должна была быть свадьба. Ну, как бы отношения долго не продлились. Мы поговорили, и, ну, инициатором этого всего я был, мы просто разошлись. Уже после травмы я был, это лет 10 лет назад, тоже девушка была у меня, мы встретились в Бобруйске, она только недавно, ну, там, пару лет она, как оказалась, в коляске. Так вот, я познакомился со своей будущей женой, начали встречаться, потом съехались. Но прожили 4 года, она умерла. Я летала за границу в детстве очень часто, но потом у меня пришло такое время, когда я в течение 10 лет никуда не ездила, ну, в плане того, что там не вылетала за границу. У меня вот тогда была мечта снова вылететь за границу. И, к счастью, в 2018 году эта мечта сбылась. Сейчас, наверное, снова мечтаю об этом, потому что, ну, я очень люблю небо, я очень люблю летать. Для меня это просто, когда я сажу в самолет, все, я просто там теряюсь в хорошем смысле. И это действительно классно, когда, ну, ты выбираешься даже не в плане своей страны куда-то, а вообще в другую страну, там есть другие люди, абсолютно другие там правила. Девушку найти, но вторую половинку. Я считаю, что счастье – это маленькие радости, из которых состоит, и каждый день может произойти. И праздник может быть не в праздник, и обычный день может стать, ну, интересным, классным. Вот. Прям мечта, ну, такая, если я все время говорю, что у меня мечта есть прыгнуть с парашютом, но я боюсь, что я поломаю ноги. Но мне кажется, что я бы прыгнула, не знаю. Ну, я хочу на море. Мне очень нравится вода, она как-то, лично меня она успокаивает, и с учетом того, что я в коляске, я никогда не могу даже на пляже подъехать прямо к самой воде, потому что нету доступа. А море, оно такое большое, какое-то необъятное, и вот мне очень хочется увидеть море, побыть, вот этот шум волн, прямо ты там сидишь, вышиваешь, что... Ну, это уже дополнение, да, но хочу на море. Я хотела профессию освоить, это психология. Может быть, это мне помогло бы разбираться в людях. Отремонтировать машину, довести до ума. Ну, до ума не доведешь, это как тюнинг, начинаю, прикрутил один колпачок, начинаешь потом прикручивать другой. Поэтому мне как бы машину просто отремонтировать, потому что я сам передвигаюсь на коляске,
это мои ноги. У меня друзья передвигаются на колясках, которых я тоже помогаю им, перевожу куда-то. Поэтому. Ну, очень много разных таких фантазий, нет, мечтаний есть, которые... Например, я всегда мечтала путешествовать. Сейчас есть немножко какие-то подвижки в этом плане. Мечтала, допустим, посещать какие-то музеи, видеть картины живых, ну, не живых художников, живые, настоящие картины любимых художников. Здесь какие-то такие. Если говорить про мечты, которые... Мне нравятся мечты, которые можно воплотить уже. Да, у меня есть фантазии. Я до сих пор хочу, чтобы у меня были отношения, допустим, романтические, возвращаясь к тем старым вопросам про любовь. Но здесь у меня как-то не складывается. Но вот мечты побыть на море, вот это вот моя такая, чего ты хочешь, хочу море. Еще вот эта вот мечта здоровой походить по берегу моря, это, наверное, самая такая моя с юности. И в юности я, правда, мечтала, что я с кем-то за руку иду. Сейчас я, Господи, дай мне просто пройтись и почувствовать ногами воду и песок. Должно быть больше доступных кафе, общественных каких-то мест, потому что вот у нас есть в городе, так сказать, в моем районе, где я могу в центре, 2 доступных места. Вот мы были в прошлое воскресенье даже в кафе. Эти 2 кафе заняты были, и пришлось парню вести меня, поднимать по ступенькам. Ну, вот. Хотелось бы, чтобы санузлы были более комфортные в городе. На хорошем уровне, мне кажется. Ну, и безбарьерной среды очень много. Если нужна та же помощь, ну, главное сказать об этом. Вот я тоже, как бы, если раньше как-то казалось, что много препятствий, но когда ты говоришь, то и как бы оно решается. Допустим, если мне куда-то надо, там, в магазин по делам или в другой конец города, да, допустим. Бобруйск у нас, ну, как бы небольшой, относительно как с Минском, и упирается в транспорт. Если в подъезде у нас лифт и потом, ну, вот сразу пандус вместо ступенек, то, допустим, в троллейбус заехать сложнее. У нас убирают с троллейбуса пандусы, которые откладываются, и приходится иногда вплоть до того, что час ждать троллейбус. Как бы это сложность. Какая-то погода или ты куда-то спешишь, нам приходится выходить иногда за час, за 2 до каких-то мероприятий, если... Ну, в плане безбарьерной среды уже, слава богу, в Бобруйске уже сделали и бордюры такие доступные. Вот как мы на 7-м микрорайоне, там уже практически, ну, все вот под социальный район сделали. Ну, можно, в принципе, везде даже проехать. Мы на природу и в лес даже, ну, ездим с детьми. В Минске больше возможностей, больше город, столица, как бы, ну. В Бобруйске, да, у нас куда-то сходить, это, ну, как бы, напряжно, да. Допустим, в тот же театр сходить тяжело, там высокий подъем, пандус, это, скажем так, один человек на коляске не заедет сам. Чтобы в те здания, допустим, которые нужно мне попасть, обязательно, чтобы были хотя бы там пандусы или хотя бы там лифты, если там куда-то подняться, ну, обязательно, потому что если, к примеру, куда-то пойти и там нету ни того, ни того, и ну, все, и как бы ты будешь, ну, вне состояния сделать что-либо. Поэтому для начала, наверное, пандусы — это самое главное. Ну и, разумеется, если куда-то там надо подняться выше, чем на 1-й этаж, обязательно, чтобы имелась на это возможность. Обязательно. А может быть, какие-то мероприятия, допустим, там, те же самые дискотеки, только в Минске такое, что такого нет, какие-нибудь там, не знаю, кружки, там, что-нибудь такое вообще необходимо, нужно вообще? Ну, да, это, конечно, нет. Для некоторых людей это очень нужно, потому что, ну, там, они, допустим, там, любят вышивать, там, что-то плести из бисера. И такие кружки, там, ну, и не только в целом, вообще разные кружки нужны для людей. Чтобы, опять-таки, этому человеку было легко выбраться, хотя бы из дома, чтобы, ну, как я говорила вначале, да, что обязательно, чтобы, ну, была доступность для него.
У нас есть территориальные центры, но они все-таки на ментальных людей, детей у нас работают. И если ты на коляске, то как бы с тобой особо, не то, что не хотят, но это сложно. Тебе нужен волонтер, там, если ступеньки тебе нужно поднять, опустить, то есть это все нужно продумывать. Поэтому в этом плане как бы нету таких мест, куда мог спокойно на коляске прийти, даже позаниматься творчеством. А дискотеки, в парке у нас есть летняя площадка, приходи, танцуй, но опять же это не совсем для колясочников, не инклюзивная. Вот. Ну и бордюры, конечно, потому что очень много есть каких-то зданий, магазинов или там тех же, я не знаю, там кинотеатры, еще что-то, где пандусы-то есть. Но они сделаны просто для галочки, потому что на активной коляске, может быть, и можно заехать, но мне на электро мне нужно больше разворота. Хорошо, а чем сложна дискотека, допустим, в парке? Почему ты не хочешь идти? Ну, я, во-первых, до вчерашнего дня об этом не думала, вот, а во-вторых, как бы, там, все ходячие. И как-то все-таки, наверное, да, если бы с кем-то еще пойти, а все-таки, опять же, вот это внимание. Оно настолько прям, вот ты чувствуешь, как тебя прям со всех сторон обсматривают, ты чувствуешь, как там что-то говорят, там, а где ноги, а где это, и прям, не знаю, не настолько еще, наверное, я проработана, чтобы можно было вот спокойно там, говорите, я пошла. Вот, поэтому немножко, да, вот это вот. В свое время наш председатель Бобруйский, Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников, он вошел в координационный, в городе создали координационный совет, и он вошел в этот совет, там это совет общественной организации и плюс городские службы. И он вошел в него туда, и когда-то у него был такой инцидент, он переезжал улицу, он тоже на коляске передвигается. Если у меня руки, допустим, работают, то у него плохо руки работают. И он просто упал с бордюра, и он подал в суд на, дорожной службы города, и выиграл этот суд. И вот при его поддержке, требований, вот это все, он добивался этого. В свое время, это лет 15, наверное, назад, может 20, нет, 20 нет, лет 15, 10-15 лет назад Бобруйск считался из всех городов Беларуси наиболее самый доступный город. Это благодаря ему, его работе, и сейчас продолжается, наша организация продолжает в этом направлении работать, нас приглашают если где-то построили объект, то нас приглашают на его тестирование доступности всего этого.
Первая работа у меня появилась в 22 года. Там как-то через знакомых меня нашли. Я работала диспетчером в социальном такси. Нет, не то. В грузоперевозках, в грузовом такси. Вот диспетчером. Проработала там 5,5 лет. Это был первый мой опыт работы. И конечно, наверное, ну и вместе с этим проходило как бы и обучение. И, конечно, было сложно. В первый год было сложно, а потом было все классно. Я вела какие-то программы, помогала в БРАИК, я занималась с детьми английским. У меня очень такой опыт хороший помощи детям младших классов в английском языке. Я что-то вязала, что-то такое делала. Но когда я решила вот официально устроиться, я очень хотела работать так официально, чтобы быть как все, я приняла предложение работать диспетчером в экологической логистике. Это такая была компания, которая делает документы по экологии для предприятий. И моя задача была обзванивать каждый день 50 предприятий и предлагать им услуги компании. Я работала 2 месяца. Первая неделя для меня была открытием того, что тогда еще были телефоны, надо было нажимать руками кнопки, такие старые, стационарные, что у меня отказывают руки, потому что я целый день набираю номер. Потом выяснилось, что я настолько тяжело психологически воспринимаю вот это вот предлагание и отказы, что я начала болеть физически. И когда я отказалась, ну, работала, я даже, у меня были сделки, я выискивала в интернете документы по логистике, все это, ну, по экологии. Когда я через 2 месяца решила отказаться, меня очень просили остаться, удерживали, но вот это вот состояние, когда я оставила эту работу, мне было очень хорошо. Самая первая работа у меня была, когда я закончила 11 классов, ну там буквально год, ну как-то так вот, примерно год прошел, и мне отчим, он у меня дальнобойщик, как бы был и сейчас, в принципе, ну раньше там у него своя фура была, он там на себя больше работал, сейчас он на фирме, и я подрабатывала логистом дома. Видя их желание жить, видя их стремление жить, что-то делать, видя их радость для жизни, радость для общения, а когда я увидела, что не только я им могу помочь, но и они мне могут помочь, это периодически меняет мое мировоззрение, мне это помогает выходить из трудных ситуаций, мне это помогает выходить из своей раковины, то есть я действительно выползаю, я начинаю более раскованно жить, я более раскованно общаюсь, и
ну и этот вот коллектив, который сейчас есть как группа вместе, ну действительно, я думаю, что мы и уже как семья. Кардинально. Кардинально, причем одновременное общение с ребятами, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, и собственные проблемы со здоровьем. То есть это все шло достаточно параллельно. Общение с ребятами началось немножко раньше, проблемы со здоровьем мои лично начались чуть позже, хотя это так, ну, давно меня преследует. И я стала еще больше понимать проблемы людей, скажем, имеющих такие проблемы, с которыми не сталкивалось большинство остальных людей. И это меняет жизнь полностью, это меняет во многом ценности, это более всего меняет приоритеты. И ты понимаешь, что ты уже не можешь и не хочешь жить для себя, только для себя. И даже по большей части для себя, да, ты понимаешь, что большая часть твоей жизни должна быть отдана другим людям. Потому что есть люди, которым и не снилось то, что они проживают каждый день, и одновременно является мечтой то, что мы проживаем каждый день. Каждую встречу с ребятами с проекта «Вместе» я узнаю что-то новое, ну, какие-то мелочи, думаешь вот в своей повседневной жизни, не обращаешь внимания, а оказывается, поесть это сложно, надеть куртку это сложно. Я помню, как я надевала первую куртку Вероники, я подумала, да, это все-таки стоит усилий. Возможно, больше начинаешь ценить жизнь. Моих друзей, которых я также звала на проект, помочь где-то, поволонтерить. Они резко занялись спортом, здоровьем, сразу поняли, как это важно. Интересна была реакция моих знакомых, моей семьи. Кто-то говорил: ой, ужас, и зачем это тебе? Это же так... Это так пугает видеть людей с диагнозами. А меня это искренне удивляет. Я даже не сразу поняла, о чем они говорят, потому что когда я общаюсь с колясочниками, я не вижу их диагноза, я не вижу, что вот у человека нет, не знаю, руки или нет ног. Ну, это я часто говорю, но при общении я в упор этого не замечаю, что, может быть, какие-то есть сложности с речью и так далее. Я общаюсь с ними просто как с людьми. И неожиданно для себя я нашла друзей. Я обрела друзей, хотя такой цели у меня не стояло. Через помощь, взаимопомощь мы обрели друг друга. И в этой синергии мы развиваемся, образовываемся, социализируемся. Я хочу сказать, что я верю в помощь. Когда ты помогаешь кому-то, тот человек передает эту помощь другому. И так, по цепочке, ты обнаруживаешь вокруг себя, что вау, вокруг тебя самые лучшие люди этой планеты. И мир становится лучше. Если меня посмотреть 2 года назад, к примеру, даже до появления, год как проекции, год даже до Натальи, мне кажется, не знаю, я стала более улыбчивая, более как-то... Мне нравится приносить радость, приносить улыбки. Когда их видишь, они улыбаются искренне. Нравится помогать. Вот. Поэтому тут даже не знаешь, кто больше кому помогает. В какой-то степени и ты им помогаешь, но и они помогают тебе. В шоке, когда там, вот как Катя, там и другие подходят и говорят: ой, а если хочешь, я там со мной поговорить, как будто не они во мне нуждаются, а я как в них нуждаюсь. Ну, то есть
Ребята классные, и они настолько начитанные, настолько умные. Реально просто с ними классно. Я представляла раньше все это совсем по-другому. И жизнь изменилась в лучшую сторону. И, наверное, когда делаешь в жизни добро, появляются вокруг тебя тоже добрые, хорошие люди. Это правда. И понимаешь, насколько нужно ценить жизнь, ее здесь и сейчас, ничего не откладывать на потом, потому что ты не знаешь, как это будет завтра. Ну, я думаю, что моя жизнь тоже меняется. Когда я приезжаю, мне кажется, что я все время работаю для них и ради них, но терапия и вот это вот общение имеет такое последствие, что моя жизнь улучшается к лучшему, у меня решаются мои вопросы, которые не решались раньше, и я вижу, что моя жизнь для меня становится более ценная, более важная, и то, как, может быть, мотивирую или вдохновляю я их справляться с их трудностями, помогает мне справляться с моими. Ну, скажу, что общение у меня позитивное от них. В любом случае, каждый, я думаю, заряжается друг от друга. Я пытаюсь их заряжать, они меня заряжают этим общением. Вообще, сами занятия на меня влияют очень хорошо, позитивно. В целом, наши мероприятия в течение года. Это позволяет, с одной стороны, сменить обстановку, когда мы едем из Минска в Бобруйск, а с другой стороны, наполняют это как бы такой осознанной деятельностью наш день, наше время. На что посмотреть, чему-то удивиться, чему-то восхититься, и это, может быть, какой-то плод даст в будущем, который мы не узнаем. Уникальность нашего проекта в том, что у нас люди с тяжелой формой, с тяжелыми электроколясками, с невозможностью самому пересесть, с тяжелой, миопатия, те, которые сами из дома выехать иногда далеко не могут. И поэтому у нас всегда много помощников, и мы ищем много помощников, потому что нам надо больше помощи. Но то, что наши люди живые, и то, что они получают возможность выезжать в лагерь, выезжать на какие-то мероприятия, несмотря на все свои ограничения, очень тяжелые иногда. Вот в этом я вижу плюсы проекта. И еще очень важно то, что проект дает возможность расширить границы сознания, увидеть, что я могу, что кто-то другой может. Но это очень личностный рост, ты очень растешь, находясь в кругу людей, друзей уже, да, то есть для меня это маленькая семья. Мы каждый день общаемся, встречаемся, мы проживаем какие-то конфликты, мы проживаем радости, горести, то есть это настолько вот, в обычной жизни ты этого не проживешь, потому что, где-то не всегда можешь выйти, где-то не всегда есть какая-то возможность, и даже не то, что возможность, а ты не настолько смел. Когда я пришла, наверное, на проект, во-первых, я такой человек, что мне тяжело найти, новое общение, новых людей, мне тяжело там было на тот момент заговорить, что мы привыкли с семьей жить там, сами себе, грубо говоря, в своем каком-то этом кругу, и когда ты выходишь в люди, для тебя это как-то уже, особенно когда, на коляске, как это правильно сказать, сложно кому-то подойти, там, поговорить, пообщаться, чтобы там, не создать какое-то плохое впечатление о себе, был такой страх. Благодаря проекту изменилась моя жизнь полностью как-то. И занятия по психологии действительно помогают в групповых занятиях находить общий язык, общаться, как-то решать конфликты, которые, бывают же, когда в каких-то проектах что-то как-то проще стало общаться. Приезжаешь на проект, как говорю, в семью. Не сидишь дома. И познание нового. В познании нового, и что ты не сидишь дома, и новое знакомство, и вообще он развивает и более подготавливает в наше время, как бы я сказала, в наш век технологии программирования. Поэтому ничего там лишнего не будет, учиться никогда не мешает.
люди с инвалидностью, которые обычно изолированы от общества, имеют какие-то сложности добраться до университета, чтобы получить образование. Или, ну, много приколов с доступностью среды, с ее безбарьерностью. Но ты видишь, вот на нашем проекте получают удаленную профессию, получают работу, начинают зарабатывать какие-то деньги, чувствуют себя значимыми, включенными в процесс, чувствуют, что они делают какое-то хорошее, доброе дело, участвуя в проекте. Здоровые люди не замыкали в себе, а просто вот шли навстречу к таким людям, к людям с инвалидностью и не боялись нас, потому что мы тоже люди, и мы переживаем те же эмоции, те же чувства.